Примерно месяц назад здесь мы купили себе маски для нашего ролика про вирус, который нельзя называть. А что-то на нормальные маски денег зажали все, а? И все затаривают туалетной бумагой. А вот что покупаем мы. Маршрут и винишко. Все, зомби-апокалипсис наступил. Я вот понять не могу, чем туалетная бумага им поможет. Ну, можно же газетку, если что, перетереть. Или, я не знаю, водой из крана воспользоваться. Как вам моя причесочка? Просто мы сразу со съемок и срочно решаем какие-то дела, потому что нужно убегать в Россию. Границы перекрывают одну за другой. Друзья, а теперь помогите Илье найти путь домой. Мы находимся вот здесь, в Черногории. И нам нужно попасть вот сюда, домой. Как думаете, это будет легко? Италия закрыта, Австрия закрыта, Словения закрыта, Словакия закрыта, Польша закрыта, Украина для нас всегда закрыта. И что делать? Как видите, у нас больше нет возможности попасть домой через Европу. Хорошо, что у нас есть Турция. На сегодняшний день все еще открыта Сербия, открыта Болгария, открыта Турция, открыта Грузия. Итак, вот таким маршрутом мы планируем попасть домой. Наши шансы я оцениваю примерно 50 на 50. Что может случиться? Мы можем в принципе не выехать из Черногории. Ну, тогда мы останемся здесь. Следующий вариант: нас остановят в какой-то другой стране. Тогда мы улетим из этой страны домой на самолете. Если мы доберемся до Турции, то из Стамбула каждый вторник и четверг летают прямые самолеты до нашего города. То есть если мы доберемся хотя бы до Стамбула, то из Стамбула мы сможем на самолете добраться прямо до дома. Таким образом, в целом наш выезд осложняется двумя вещами. Это машиной и Дином. В общем, даже несмотря на то, что Дин звезда, он должен, как обычные люди, как обычные собаки, оформлять документы все. Мы сегодня сходили в ветеринарную клинику, оформили все, у нас все четко по документам, Дин здоров, все прекрасно. Но теперь следующая бюрократическая проволочка. Ветеринарный инспектор должен выписать еще одну какую-то бумажку. Этот инспектор не находится постоянно, не работает по выходным, конечно же. Никто не работает по выходным здесь. А во-вторых, я так понял, даже в Черногории постоянно не находится. Мы ему написали и ждем, когда он ответит. Ну а чтобы не поддаваться всеобъемлющей истерии и не побежать скупать туалетную бумагу, мы, конечно же, будем работать и снимать новые видеоролики для вас. Собираем потихоньку вещи. При непосредственном участии Дина, да? Договорились с ветеринарным инспектором, он должен после обеда нам отдать справку, и мы сразу же уже на загруженной машине забираем справку и выезжаем. Ира, почему мы почти сразу отвергли идею лететь на самолете? А как мы заберем наши подули? Все верно. Так сладко спать. У нас нет пылесоса в этой квартире, поэтому мы не можем вакуумные пакеты вынуть так, как это задумано инструкцией. Но сейчас я вам покажу, до чего доходит русская смекалка. Закрываем пакеты, как обычно. Открываем клапан. Тум, 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 тум. Этот совет однозначно не подходит для курильщиков и больных вирусом, который нельзя называть. Видите, получается вполне себе прилично. Все, только что забрали сертификат Дина, можно ехать. Сейчас закидываем в машину последние вещи и стартуем. До свидания, наша любимая квартирка. Нам будет тебя очень не хватать. Будет не хватать этого прекрасного вида из окна. В общем, все здесь было хорошо. Сняли много крутых роликов. Офигенная квартирка. Нам очень нравится. И зайчику очень нравится, да, зайка? Зайчик уже весь при повышении дороги. Поехали домой, скажи. Пока, квартирка. Не скучай без нас. У нас в России есть традиция. Чтобы вернуться в это место, мы должны взять монетку и выкинуть ее. Обычно в море, но у нас уже нет времени идти на море, поэтому... Мы сюда обязательно вернемся. И мы начинаем свой побег из Европы. Мы сейчас поедем через тот же самый переходной пункт, по которому мы ехали в Белград. И пускай это не самый короткий путь, но мы точно знаем, что этот пункт граничный открыт, потому что Сербия уже перекрыла несколько пунктов с Черногорией. Поэтому чем быстрее мы проберемся, чем дальше, тем лучше.
Вообще через 700 километров у нашей машины должен быть плановый сервис по расписанию, 180 тысяч километров. Но ты, машинка, держись, все будет хорошо. Мы когда в Россию приедем, я тебе куплю новые колеса, я химчистку тебе сделаю. И все поменяю, все жидкости, все сделаю. Только не подведи нас. Давай, на тебя одна надежда, машинка. Выручай, родимая. Почему я говорю, на GoPro вот классно снимать вот такую погоду, она такую картинку сильно красит. Вроде открыты пункты, да, или нет? Таможенники в перчатках и масках. Ну и логично, они лапают документы. Я бы на их месте тоже в перчатках сидел. Ты там опять шифруешься? Домой. Домой, Русию. Так, все, мы выехали из Черногории. Пала. Памятка какая-то. Мы въехали в Сербию, нам дали вот такую памятку по вирусу, который нельзя называть. Короче, мы должны снизить количество контактов в следующие 14 дней после приезда. Если у нас обнаружены какие-то симптомы, перечисляются симптомы, то мы должны обратиться в медицинский центр в соответствии с вот этим вот списком. Смотрите, по какой горной дороге. Это вообще горный серпантин. Сделай скриншот на телефоне. А говорят, в России плохие дороги. Вообще здесь днем, наверное, очень красиво. Это моя фраза. А вот раз и конь. Мы выехали на нормальную дорогу, мы где-то 40 километров ехали по горной грунтовке. Там местами снег был, перемет. Я, честно говоря, чуть не посидел. А в чем была проблема? У меня не стоит настройка в навигаторе избегать грунтовых дорог. Надо ее срочно включить. Туман, туманище, как молоко. Только что мои родители позвонили. Они там в интернете сидят, бдят, следят за нами практически нон-стоп. И говорят, что Черногория закрылась на въезд. То есть у нас уже нет пути возврата. Если нас сейчас не пустят в Болгарию, то мы останемся заперты в Сербии. Всего 150 километров осталось до границы с Болгарией. Здесь уже хорошо, дороги прямые, серпантинов нет. Ну все, выехали мы на автобан А4, Ниш, София. Нам осталось 100 километров до Болгарии. Я думаю, что по этому автобану мы быстро их сейчас проедем. Заедем в Болгарию и ляжем, поспим. И с утра часов в 7 поедем на Стамбул. Звучит как план, да? Или все-таки там? Так, мы выехали из Сербии. Сейчас надеюсь, что мы въедем в Болгарию. О. Мы в Болгарии. Просто не могу поверить. Мы вот на таком волоске, судя всего, пролетели, потому что Сербия из Болгарии уже не пускает. Черногория не впускает. Возможно, что Сербия не впускает из Черногории. То есть мы прям в последний день, видимо, пролетели. Так Shell или Газпром? Да, Газпром, конечно. Заправиться. И ложимся спать. Уже 4 утра. Нам спать. До виджения. Да. Доброе утро. Кто меня достал? Кто меня вытолкнул? Скажи, я на заднем сиденье вообще-то лежу, как я мог тебя вытолкать? Да, конечно. Фыр, скажи. Ну что, поехали? До Стамбула без остановок. Пока здесь больше всего на Россию похоже внешне, да, по природе? Итак, как мы вообще попали в Болгарию? Ведь для того, чтобы попасть в Болгарию, нужна виза, болгарская виза. Но фишка в том, что если у вас есть мультишенген, то есть шенгенская виза, которая позволяет вам въезжать и выезжать неограниченное количество раз,
то вы можете въезжать по этой визе в Болгарию. Обращайте внимание на такие вещи. Шенгенская виза, она вообще открывает двери не только в страны Шенгенского соглашения, но и также, например, в Болгарию, Албанию, Хорватию. А насколько я знаю, даже во многие страны Южной Америки. Так что имейте это в виду. Смотрите, как выглядит машина после вчерашней поездки по горам в Сербии. 95-е топливо стоит 2,13 местных денег. И дизель стоит 2,17. Не мог понять, что за странный звук издает машина. И когда болтик потерялся, все, вот так вот заправил. Какое-то время хватит. Наконец-то. Мы нашли антисептик. Нам пришлось проехать 3 страны, чтобы найти его. Что, нормально? Вам получше? Ой, простите. Подъезжаем к границе к Турции. 13 километров осталось. Интересно, это все 13 километров фуры стоят в очереди? Я им, да, сочувствую. Вот они стоят. Тира, вот мы кар. В общем, подъехали мы к границе Турции. Здесь приличная, если честно, очередь. Не знаю, сколько мы тут пробудем. Зай, утомительно, да, на границе стоять ждать? Звезду, скажи, заставляют ждать. Ну, здесь достаточно серьезная граница. Не как вот раньше были, поэтому мы не будем вешать GoPro и снимать, что происходит. Вдруг ребятам это не понравится, и нас еще там начнут досматривать. Самое главное, посмотрите, горят зеленые светофоры. Это значит, что в Турцию людей пускают. То есть мы прям очень-очень близки к своей программе минимум. Ну, стоим уже 1,5 часа здесь, но еще осталось машин 10. Эй, барин. Мы отстояли одну очередь, из нее сразу попали во вторую очередь. И она просто выглядит какой-то бесконечной. Мы здесь уже 3 часа 10 минут. В общем, мы постояли 5 часов в очереди, и нас не пускают в Турцию из-за Дина. Сказали, что они не пускают животных никаких, и все равно, что у него есть все документы. Просто пипец. То есть назад мы вернуться уже не можем. Ну, можем, только в Болгарию. Ни в Сербию, ни в Черногорию. Не знаю, что делать. Сказали сидеть ждать в машине. В общем, мы еще часа 2, наверное, пытались выехать из буферной зоны Турции. Слава богу, выехали без проблем. Болгария нас пустила тоже без проблем. Спасибо Болгарии за это. Мы сейчас едем в столицу Болгарии, город София. Заселимся в гостиницу и будем думать. У меня просто нет слов. Отошли от первого шока и поняли, что мы такие голодные. Дину-то хорошо, у него еды много с запасом, он уже поел. А нас, как обычно, спас Макдональдс. В чем фишка? То, что в Болгарии уже вовсю постапокалипсис, то есть закрыты рестораны. И единственное, где мы смогли купить еду, это драйв-ин Макдональдса. Спасибо, Макдональдс, за драйв-ин. Мы в Болгарии, в Софии, в отеле. Смотрите, какой здесь лифт прикольный. Я таких вообще никогда еще не видел. Получается, стена движется. Вот. Фу, что ты лапаешь? Вирус по миру гуляет. На санитайзер. Итальянский. Надо переобуться. Я-то в кроксах машину вожу. Ну что, какие у нас за ночь изменения? Не смог я уснуть, пока не разработал новый план. Чем мы сегодня займемся, Тинки? Будем пытаться домой попасть в Брейн. Мы купили билеты на самолет 20 числа, 20 марта из Болгарии, из города Пловдив. Напоминаю, что мы находимся в городе София. Будет лететь чартерный рейс, который будет вывозить россиян домой. Через Москву, через аэропорт Домодедово. Мы купили сразу стыковочные билеты. Пловдив, Москва, Москва, Ростов-на-Дону. В Москве всего 5 часов проведем.
На самолете хочешь полетать? Я занят. Ну и теперь, чтобы улететь домой, нам нужно несколько вопросов решить. Первый вопрос – это документы Дина. Нужно удостовериться, что их все устроит в аэропорту. Второй момент – это переноска для Дина. И третий момент – нам нужно купить чемоданы и перепаковать наши вещи так, чтобы забрать максимальное количество вещей с собой. Это, конечно, будет не очень просто, но я думаю, в принципе, решаемо. Нам поможет то, что болгарский и русский языки очень похожи. Мы практически понимаем все, что нам говорят, и очень легко читаем. А что осложняет нам ситуацию? То, что очень много чего закрыто. Закрыты куча магазинов, поэтому не знаем даже... Вот мы сейчас пойдем в какой-то зоомагазин, да, по картам, и мы не знаем, открыт он или закрыт. Некоторые предлагали отправить наши вещи почтой. Почта не работает. Народ на улице есть, конечно, не очень много. Как мы поняли, прямого запрета на выход на улицу нет. Ну и посмотрите, и движение на улице вообще очень скудное. А вот объявление на супермаркете просят соблюдать дистанцию 2 метра между человеками и не находиться дольше 10 минут. Я думаю, когда это видео выйдет, это станет такой обыденностью в мире, что все будут говорить, ну что они нам тут рассказывают? Смотрите, насколько отличается та же самая Будва, да, от Болгарии. Здесь больше на Россию похоже. Ничто не предназначено для людей, для пешеходов. То есть нам сейчас приходится идти по дороге, потому что посмотрите, какая грязища вокруг. Но вообще классно, когда бы мы еще Софию посмотрели, да? У нас даже в ближайших планах несколько лет ее не было. Конечно, удивительно. Вот я сейчас стою, и такое ощущение, что я не знаю, где-то на Северном или на Западном, на Еременко, в Ростове-на-Дону. А это местные деньги. Вот десятки, двадцатки. Написано лево. Они говорят лива. Ливы. Мы сейчас сняли 100 лив, на такие карманные расходы. Ну, надеюсь, нам хватит, чтобы больше не снимать. Ветеринарная клиника вроде работает. В общем, в этой ветеринарке нет нужного нам кейса. В общем, сейчас пойдем искать дальше. Все, зай? Ой, скажи, что это? Мне обновку купили, вот это классно, скажи. Купили вот такую переноску, она и по габаритам проходит, и выглядит очень стоково, красиво, в роликах можно использовать. Мы с Дином сходили в ветеринарную инспекцию, и нам выписали новый сертификат на вылет. Теперь, да, скажи, теперь я полечу домой. Вот зайка вообще не понимает, что что-то изменилось в мире. Он как лежал на солнышке и грелся, так и греется до сих пор. И зомби-апокалипсис ему нипочем. Вот в такую очередь в супермаркете мы попали. А перед тем, как зайти внутрь, тебе еще и санитайзером руки обрабатывают. Но вообще в целом все нормально. То есть продукты есть, все очень цивильно. Никаких очередей на кассах зато нет, туалетная бумага есть. Но есть одна проблема. Lidl – кандидат на звание худшего европейского супермаркета. Там, в принципе, такой дерьмовый набор продуктов, выбрать совершенно нечего. Это уже не первый раз подтверждено. И в Польше то же самое было, и в остальных странах, где мы у него ходили, отстой полный. Еле-еле набрал тут кое-что. Ну и чемоданов в Lidl тоже нет, вот это проблема. То есть нам нужны чемоданы, чтобы упаковать наши вещи. Непонятно, где их теперь искать. Я сижу сейчас, заказываю оборудование, которое мы точно не сможем взять с собой в Россию. Допустим, вот эти вот стойки. Они и весят много, и они не габаритные, очень длинные, ни в какой чемодан не поместятся. Поэтому нужно их заменять, оставим их здесь. Вообще мы так прикинули, что большую часть нашего оборудования мы возьмем с собой. Докупим сейчас один дополнительный багаж, но что-то, конечно, придется бросить. Ну и заказывать надо прямо сейчас, чтобы к нашему приезду это все уже было в Ростове. Чтобы мы, пока будем сидеть на карантине, а мы однозначно будем сидеть на карантине 14 дней, чтобы мы могли дома снимать новые видеоролики. Смотрите, кофе, который мы с таким трудом добывали, останется в машине. Как же мы тебя туда ставим? А сейчас будем учить Дина сидеть в переноске. Он, конечно, умеет у нас сидеть в переноске, но нужно, чтобы он привык к новой. Смотри, сходи. Ой, скажи. Сходи, Ой. не страшно? Не страшно. Ой, Какая умница. Молодец, здорово. Корми, скажи меня за это. Штуки. Тут удобная молния сделана, что можно вот так вот открыть, вот так вот. Привет. Вот так вот, и все, и мордочка торчит. И скажи, корми меня теперь. Кормите. Молодец, отлично. Зай, какой ты у нас умница.
Да что мы такую собаку заслужили, а? Ну, как видите, это было не очень сложно обучить Дина. Теперь просто он будет там сидеть, а мы будем его прикармливать какое-то время, чтобы он полюбил переноску как можно сильнее. Молодец, умница. Ну что, новый день, новые приключения? Вообще большое спасибо Софии и ее жителям, которые нам помогали и советом, и делами. Очень-очень приветливые люди. Большое спасибо всем. Мы подъехали поближе к центру. Здесь прям посимпатичнее, почище так. Starbucks. Если в городе есть Starbucks, то это все, жить можно. Вообще жаль, что мы улетаем из Пловдива, а не из Софии, потому что тренер Дина нашла нам место для парковки автомобиля. Она через своих друзей, знакомых, владельцев собак, и у нее много связей там за счет выставок и так далее международных, смогла выйти на человека в российском посольстве и договориться с ним, чтобы мы оставили машину здесь, в посольстве, в Софии. Так что машина окажется на территории Российской Федерации даже раньше, чем мы. Это даже как будто мы ее и не бросили. Это значит то, что завтра с утра мне надо будет ехать сюда, в Софию, оставить машину и общественным транспортом как-то добираться до Пловдива. Ну, это два очень крупных города соседних, поэтому я думаю, что проблем не будет. В крайнем случае я возьму такси и доеду на такси. Мы приехали в метро Cash and Carry, и надо отстоять вот такую очередь. Вчера в Лидле достаточно быстро получилось отстоять. Посмотрим, что будет здесь. Вообще очередь двигается достаточно быстро. И это, знаете, больше похоже на то, что просто очереди с кассы теперь стоят на улице. Погода хорошая, поэтому это не так уж и страшно. Смотрите, я купил 2 чемодана, скотч, упаковочную пленку. Все это обошлось в 175 лив. Это примерно $100. Сейчас нет смысла другие валюты говорить, потому что все вот так вот происходит. В общем, на все про все потратили $100. Нормальная цена, потому что 2 чемодана по цене одного. Мы попали на акцию. Неужели нам начинает везти? Наша новая прелесть. Вот смотрите, вот здесь указаны размеры. По размеру он проходит. Единственное, что весит, конечно, многовато, но ничего страшного. 4 килограмма. А сейчас я вам расскажу о самом актуальном тесте на адекватность. Если вы приходите в магазин и перед вами покупают воду, продукты, это адекватные люди. Но если перед вами стоит человек и покупает 100 рулонов туалетной бумаги, остановитесь! Самое интересное то, что полный магазин туалетной бумаги, полки полные, то есть нет дефицита туалетной бумаги, вообще нет. Я думаю, к концу пандемии будет сообщение, что-то вроде Зева купила Apple, Disney, Microsoft там и все. Теперь Зева владеет миром. Друзья, большое вам спасибо за слова поддержки, которые вы нам пишете и на Фейсбуке, и на Ютубе. Мы с Дином все читаем. К сожалению, не всем удается отвечать. Но спасибо вам большое. Очень это приятно и действительно отвлекает, помогает нам. Спасибо за поддержку. Нужно ответить на несколько вопросов, которые у вас возникли, которые серьезные действительно вопросы. Первый вопрос. Почему бы нам не отправить Иру с Дином в Россию, а мне не увезти машину так же, как мы планировали, через Турцию? Дело в том, что Грузия перекрыла свою границу буквально сегодня ночью. Они объявили об этом чуть раньше. Мы когда ехали в дороге, мы уже знали об этом. И вот они ее уже перекрыли. То есть у меня уже нет шансов попасть в Россию через Грузию или через какую-то другую страну. То есть этот вариант отпадает. Второй вопрос. Может быть, лучше было остаться в Черногории? Тоже вряд ли, потому что вчера в Черногории закрылись все аэропорты. Они не принимают самолеты и не отправляют обратно людей. То есть мы бы оказались заперты в Черногории, то есть мы бы не могли выехать ни на машине, ни на самолете. И
то же самое время у нас бы подходило время визарана. То есть 2 апреля мы бы стали в Черногории нелегальными жителями, заплатили бы штраф и, конечно, нас бы сейчас не депортировали, скорее всего, потому что это, вероятно, невозможно, да, но, наверное, въезд в Черногорию бы нам был запрещен. Ну и третий вопрос. Может быть, нам лучше остаться здесь, в Болгарии, и переждать? И на этот вопрос тоже мы отвечаем нет, потому что наша шенгенская виза заканчивается 24 апреля. После этого мы опять же станем здесь нелегалами. Я не уверен, что до 24 апреля все уляжется. Это первое. Второе. Дома и стены помогают, потому что у нас дома родные, дома наши друзья. И, конечно, и нам будет легче переживать это все там, и им тоже мы, может быть, какую-то помощь сможем оказать. Ну и третий немаловажный фактор – это колебания курсов валют. Мы зарабатываем деньги в долларах, к счастью. И сейчас такая ситуация, что непонятно, что будет дальше. Нам нужно немножко ужаться, саккумулировать какое-то количество денег. И в России с нынешним курсом валюты рубль опустился. Нам будет жить гораздо дешевле. Сопоставив все это, скинув в кучу, мы решили, что самое лучшее решение – оставить здесь машину и улететь в Россию. Биг Мак стоит 5,90 лив. Это примерно 3 евро или 3 доллара 30 центов. Ну или 256 рублей. Бон аппетит. Я не верю, что каникулы кончились, скажи, не верю. Хочу еще каникулы. Все, мы приехали в Пловдив, запарковались, но решили, что не будем заносить вещи в отель, а прямо здесь все перегрузим в чемоданы. Где мы разложили все наши вещи, то есть получается вот они. Закрой багажник. Вот они на крыше машины. И я уже часть вещей закинул, которые мы точно не берем. Это подушки, куртка. Сейчас еще сюда закинем что-то. То есть вот из этого максимальное количество вещей нам нужно уложить вот эти 2 чемодана. Один чемодан почти укомплектовали. Скоро будет взвешивание. А это моя самая любимая майка. Я ее никогда не выброшу. Этой майке уже больше 10 лет. Я ее обожаю. Она с концерта Металлики в Москве, кажется. Контрольное взвешивание. Не видно. Минус. 5, 8, 7, 6. Да, 23. 23, да. Смотрите, наши вещи. 2 чемодана, DIN, софтбокс и вот эта ручная кладь. И вот тот чемодан еще ручная кладь. Короче, мы как ишаки поедем, если честно. У нас отель с завтраками, но из-за карантинных мер завтрак приносят прямо в номер. Ну что, ощущается здесь паника? Да, мне тоже кажется, что здесь спокойно. Вчера у меня в комментариях спросили, до сих пор считаю ли я наше видео про вирус, который нельзя называть, с Первого канала. Кстати, посмотрите его по подсказке. Смешным. И я не то, что считаю его смешным, я считаю, что оно офигительное. Оно попало прямо в точку. Видео не про то, что этот вирус не опасен, там, да, или про что-то другое. Это видео про ту панику, которая создалась благодаря средствам массовой информации и людям с неустойчивой психикой. Посмотрите его обязательно. То есть мы месяц назад сняли это видео, которое просто отражает ситуацию настоящей действительности. Все нормально, поставили нам печать о предполетном досмотре Дина. Сказала, что все будет окей. Но остался последний вопрос. Это отвезти машину и вернуться из Софии в Пловдив. Смотрите, какие милые человечки здесь на знаках. И здесь уже весна. Мы привыкли, что в Черногории она не заканчивалась, а здесь она только началась. И в воздухе действительно пахнет весной. Запахло весной! Че, с машиной пойдешь прощаться? Почему? Потому что плакать буду. Да, ну ладно, я пошел. В Болгарии сейчас везде вот такие вот штучки висят. На деревьях, на домах. Вот, наверное, какой-то праздник у них был. Пловдив. Подъезжаю уже к Софии. Смотрите, какая тут несуразица на въезде.
Все, машинка, пока. Прости, что я не могу тебя с собой забрать. Прости, пожалуйста. Все вроде подотпустило. Здесь дипломатическая территория Российской Федерации, все под камерами, все охраняется, патрули, полиция. В крайнем случае, если какие-то проблемы начнутся, машину заберут и увезут в гараж на территорию посольства. Так что никаких проблем. Очень приятный человек. Большое спасибо нашему тренеру Ксении, которая договорилась обо всем этом. Если бы мы пришли сюда как простые советские инженеры, я уверен, у нас бы ничего не получилось. Так что спасибо большое. Вот я и дома. Ехал на такси. Интересный дядечка-таксист был. Вон там моя машина еще стоит. Я не стал экспериментировать и ехать общественным транспортом, потому что посольство находится, скажем так, не очень удобно. До автовокзала порядка 4 километров. Я решил, что на такси будет быстрее. Заплатил я за такси 130 лив. 130 лив. Сейчас переведу, сколько это. Блин, и что делать? Попросили не беспокоить. Вы же попросили не беспокоить. А что беспокоишь, скажи тогда? Что Всё. беспокоишь? Я вернулся. Давай целовать. Так скучал, что ли? Это ты меня 3 раза поцеловал и все, да? Говорю же, занят. Ну и последняя вещь на сегодня — это поесть, потому что завтрак был уже очень давно. С тех пор я ничего не ел. Ира тоже говорит, что ничего не ела, но я думаю, она врет. Я ничего. Она тут ходила на разведку, нашла где-то рядом кебаб. В общем, мясо очень вкусное. Ну, все очень вкусное, кроме вот этого соуса сверху. Так себе, какой-то кисловатый. Шаурма так себе. Даже не сравнится с ростовской, а уж тем более с той, что мы ели в Польше. Вообще, ни в какое сравнение. Соус кислый такой, особенно с помидорами, он очень плохо сочетается. Ну скажи мне, ты домой хочешь лететь? Домой, скажи, в Черногорию? Очень хочу в Черногорию, на море, скажи. Я так по морю соскучился, да? Соскучился по морю, мой зайчик. Да, да. Ну нет, мы в Ростов поедем, извини. Ой, мама, ты меня это не забудь только. Смотрите, сколько у нас вещей. Это просто ужас какой-то. Летище Пловдив. Пловдив Аэропорт. Ну идите погуляйте еще рано. Сегодня здесь будет всего один рейс. Он привезет из Москвы болгарских граждан и заберет нас отсюда и увезет в Москву. Поэтому в аэропорту сейчас одни россияне. Беги ко мне. На тебя пограничные собаки лаяли, да? Все, ты слышал? Да слышал. Ну, тут такой небольшой аэропорт, примерно как старый аэропорт города Ростова-на-Дону. Вот скажи, я 10 лет уже не летал. Все открыто на проветривание, и Дину прохладненько, поэтому пледиком его укрыли. Потерял меня. Зачем в камеру тыкать носом? Началась регистрация, все побежали, встали в кучку, поближе друг к другу, потеснее. Вообще очень умно. А мы посидим, подождем, пока все рассосутся, и потом пойдем, да, Зай? Да. Ну и, конечно же, Дин полетит в салоне. Мы бы ни за что его не отправили в багажном отделе. Я такой довольный. 22,7. Да ладно. 23,1. Я думаю, это нормально. Сколько ты, Зай, знаешь, весишь? 9 килограмм. Проходишь. Все, мы сдали багаж, зарегистрировались. Все нормально, Дин проходит. Все наши вещи прошли по весу. И ручная кладь. Единственное, что чемоданы придется в Москве получать, они не транзитом летят. У нас там будет 5 часов, в принципе, более чем достаточно времени. Опять люди столпились, но мы посидим, подождем, пока это все рассосется. Посмотрите, Дину вообще все равно. Он сидит там и грызет свою игрушку новую. Молодец, Зая, молодец.
До самолета идем пешком, его очень близко поставили, и там тоже какие-то ограничительные меры. И неужели специалисты, эпидемиологи там, и правительство считают, что лучше запихнуть нас в консервную банку с 200 человеками, чем мы бы тихонечко ехали на своей машине, ни с кем не контактируя? Поехали! Что-то так холодно. Дин, добро пожаловать в Россию. Набили нас как селедок. В общем, вот с такими анкетами загнали нас в очередной загон. Стоим, ждем, заражаемся потихоньку. Мой совет всем путешественникам: обязательно помечайте свой багаж цветным скотчем. Его очень легко узнать. Я увидел его еще очень издалека. Все, посмотрели все документы и чпокнули печать в наш новый паспорт. Все, можно лететь домой. Как будто я ему там сейчас какую-то гадость дал. Еле подошел. Кто тебя знает, да, мама? Смотрите, это аэропорт Домодедово. Один из 4 аэропортов города Москва. Скажи, а я здесь уже был 10 лет назад. Мы сдали наш багаж, получили бирочки. Теперь уже налегке, да? Чем хороший это аэропорт? У крупных российских авиакомпаний здесь регистрация идет на рейсы всегда. То есть до нашего рейса еще 5 часов, но мы уже туда зарегистрировались, сдали багаж. Это супер удобно. Кушать подано? Ой, а мне что принесли? О, пепси скажи. Нам осталось подождать 4 часа до отлета, 2 часа лету, час где-то на машине до дому, и все, и конец путешествия. Даже не верится. Все, Зай, мы в Ростове. Вы куда меня привезли? Все, будет свет. А Бошечку поцеловать? Здорово, Бо. Здорово. Вот, ты скучал по нам? Мы по тебе скучали. 6 дней и 133 тысячи рублей спустя мы оказались дома. Вы подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. У нас еще куча материала, отснятого в те времена, когда в Европе царила гармония и процветание. Будет очень интересно. Спокойной ночи. А ничего, что ты только что приехал? Скажи, я как и папа, я хочу, скажи, в путешествие дальше. Вылази давай. Мам, поехали в Европу. Мам, я хочу в Рим и Париж.